Здравствуйте, я Лиза. За этой улыбкой невероятная сила. Когда мир рушится, когда кажется, что все потеряно, остается одно – мечтать. Лиза знает это лучше всех. История этой девочки уникальна. С чего все началось? В первом классе Лиза упала и ударилась правой большой берцовой костью, ногой. Болела, конечно, но ничего криминального. Если ударилась ногой, то она и болит. Но мы не подумали, что у нее там может быть что-то серьезное. Врачи думали, что у Лизы остеомиелит и лечили от него, но нога продолжала болеть. Лиза с мамой ходили от хирургов к травматологам и обратно. И так продолжалось год, пока они сами не приняли решение увезти Лизу в окружную клиническую больницу города Нижневартовска. При поступлении врачи задавали, казалось, странные вопросы и зачем-то пригласили заведующую хирургическим отделением. А она с собой взяла еще хирургов. Зачем? Зачем так много врачей для такого обычного диагноза? Я прогоняла дурные мысли, просто отвечала на все вопросы врачей. Лизу госпитализировали в стационар хирургического отделения, предварительно сделав ей КТ с контрастом. Каждый день с утра до вечера я надеялась, молилась, просила Бога о помощи, о прощении, обо всем что угодно, лишь бы только результаты исследований показали, что это не злокачественная опухоль. 7 декабря 2021 года в 18:30 зазвонил мобильный. Неизвестный номер. Мария взяла трубку. Мария Владимировна – это Ирина Михайловна, заведующая хирургическим отделением. Мне прислали лично результаты биопсии Лизы. Это саркома Юинга. Завтра в 8 утра вам нужно быть в больнице. Вас с Лизой переведем в отделение онкологии. Необходимо срочно начинать лечение. У Лизы диагноз саркома Юинга. Это злокачественная опухоль, при которой обычно поражаются кости. Наиболее часто поражаются трубчатые кости, как в случае Лизы. Также возможно поражение костей таза, позвонков, ребер. Пациентами являются наиболее часто это дети подросткового возраста. Чуть чаще болеют мальчики, нежели девочки. Основным симптомом является это боль в области пораженной кости, либо припухлость. Также у пациентов отмечается жалобы на слабость, вялость, снижение аппетита, потеря веса, повышение температуры. Зачастую саркома Юинга довольно часто поздно диагностируется ввиду того, что родители связывают жалобы ребенка на болезненность и припухлость конечности, это в основном с какой-либо травмой, либо воспалительным процессом, и довольно поздно обращаются уже к детским онкологам. Господь иногда хочет, чтобы через исцеление тела привел к исцелению души. Господь не всем дает исцеление, не всем, но тем, которые знают, что через это исцеление его душа еще больше раскроется, еще больше поможет познать Бога, познать любовь Его к нам. Вспоминаю сейчас те эмоции, которые я испытала, когда мы оказались в стационаре онкологического отделения. Это трудно передать, и вообще, мне кажется, это не передать и не объяснить, и не дай Бог никому узнать. Когда я узнала, что Лиза болеет, я была в огромном шоке, я начала плакать. У меня прям шок такой сильный был, я боялась за Лизу. У меня Лиза старшая сестра, и я узнала, когда она заболела, я был на даче. Я узнала, когда она заболела, я испугался. В 8 утра 8 декабря я стояла на пороге онкологического отделения, приехала. Меня тошнило от страха, от этих эмоций. Я не спала всю ночь. На пороге отделения меня встретила психолог. Она сразу отвела меня в сторону и сказала: возьмите пару дней, плачьте, ревите, делайте, что хотите, кричите, выходите на улицу, только не при ребенке ни в коем случае.
И по истечении этих 2 дней только позитив, только улыбка, радость, и это 90% успеха. И сразу же скажите Лизе о том, чем она болеет, потому что есть доброжелатели в отделении, и если скажут они ей, то чувство ребенка как бы жалеть уже никто не будет. Так и началось лечение с разговора с Лизой. Собрав все силы в кулак, мама сказала Лизе, что у нее в ноге опухоль, и ее будут лечить. Лиза спросила совершенно спокойно: «А у меня только в ноге?» «Да», — ответила мама. «У тебя есть вопросы?» «Мне все понятно, мамочка». Взрослая и сильная девочка. За что ты себя хвалишь и говоришь, что ты молодец? За все хорошие анализы, за все хорошие КТ. Если бы ты была самым богатым человеком мира, что бы ты сделала? Очень много денег дала бы фонду «Радуга» на Кипре и другим фондам, чтобы они помогали детям. Обязательно бы дала деньги в приют для собак. Первое лечение длилось 10 месяцев. Блоки высокодозной химии чередовались согласно протоколу. После первого курса терапии выпали все волосы. Лизу подстригли налысо, лечение продолжалось. Лиза прошла 5 блоков химии в Нижневартовске. Потом их направили в Москву. Нам собрали Лизины клетки стволовые, химичили, сделали операцию. После операции научили ходить на костылях, потом научили ходить без них. Затем сделали пересадку стволовых клеток, и по истечению этого лечения нас отправили домой со словами «Добрый путь». Прошло 3 месяца с момента выписки из Москвы, и у Лизы на голове появилась шишка. Мы сразу обратились в детскую Нижневартовскую окружную больницу. Там Лизе сделали КТ с контрастом, и оказалось, что эта шишка – не что иное, как рецидив образования метастаз 4 сантиметра в диаметре. В декабре 2022 года Лизе удалили часть черепа, и Лиза провела 10 месяцев с отверстием в голове диаметром 6,5 сантиметров. На первый взгляд казалось, что это просто часть мозга, прикрытая тонкой кожей. А если присмотреться внимательнее, можно было увидеть, как пульсирует мозг, продолжая бороться за жизнь. Мы очень переживали, нам было страшно за нее всегда, особенно когда она уходила гулять с подружкой. Позже Лизе провели сложнейшую операцию по восстановлению черепа. Но все эти 10 месяцев ожидания были невероятно тяжелыми для ее мамы. Бывало, Лиза случайно ударялась головой на детской площадке или дома и тут же в панике звонила маме, крича о случившемся. В такие моменты любая мать потеряет дар речи. Но настоящий страх приходит позже. А в ту самую секунду ты просто действуешь, пытаясь взять ситуацию под контроль. Операция, химия, лучи, химия. В августе 2023 года Лиза прошла компьютерную томографию легких в Нижневартовске, и заключение врачей было обнадеживающим. Без патологии. Контрастное вещество не накапливается. Все чисто. По традиции мы все снимки отправили в больницу имени Дмитрия Рогачева в Москве. И ни о чем не подозревая, готовились к следующему блоку химиотерапии и ждали результатов пересмотра КТ. Был вечер пятницы. Мы как раз ждали результатов пересмотра КТ от врачей из Москвы. Я решила зайти проверить почту и увидела письмо. Я подумала, что, как обычно, пересмотрели, и там все нормально. Но когда я открыла письмо, оказалось, что не тут-то было. В отчете значилось «очаг в левом легком». Что творилось у меня в голове в тот момент, трудно описать словами. Я думаю, мой крик был слышен всем. Я кричала от безысходности, от беспомощности. И были вопросы, что делать, кому звонить, кому писать. Конечно же, всем по списку. Пациенты с локализованной формой саркомы Юинга, выживаемость составляет около 70%. Если уже метастатические формы, эта выживаемость сокращается до 30%, но в любом случае прогноз зависит от локализации опухоли и ответа на химиотерапию. Я позвонила нашему онкологу в Нижневартовске, что-то невнятно в трубку промычала или провыла, рассказала о письме, которое получила, и она сразу же взялась за дело. В свою очередь врач тут же позвонила в Москву. В итоге там решили, что сначала мы сдаем костный мозг, а потом срочно выезжаем в Тюмень на ПЭТ-КТ.
Когда первоначально узнают диагноз, это, конечно, шок не только для ребенка, но и для всей семьи, потому что когда заболевает ребенок, это заболевает вся семья. Это в первую очередь то, что со стороны врача, это честность. Вот то, что мы родителям, даже особенно детям подросткового возраста, они чувствуют, когда им не соврешь, они как маленькие взрослые. Самая главная, наверное, цель врача — это найти ту ниточку и мостик, что доверие у подростка, тогда и подросток начнет доверять. Как показывает практика, подросткам лучше не замалчивать их диагнозы, говорить напрямую. Они любят открытость, любят, когда с ним разговаривать как со взрослыми. Результаты ПЭТ-КТ подтвердили наличие очага в легком, но только там. Это было хорошей новостью. Один очаг. И верующие люди, и неверующие люди проходят через разные испытания житейские, болезни, трудности. Но в чем разница верующего от неверующего? Вот неверующий начинает роптать, начинает противиться, начинает бороться. И еще хуже, если он пытается покончить жизнь с собой. То есть хочет избегать этого, хочет уходить от этих трудностей, думая, что этим он облегчит эти боли и уйдет от этого неприятного состояния. Но верующий осознает, что жизнь, она вечная. И жизнь, она не только ограничивается этой земной жизнью, но истинная жизнь, она жизнь в Боге. И тогда, используя эти трудные моменты житейские, он обращается к Богу. И что происходит? Самое важное, происходит духовное преображение его. На тот момент Лиза проходила терапию по противорецидивному протоколу. Однако, если во время лечения возникает отрицательная динамика, например, появляется новый очаг или увеличивается старый, то протокол признается неэффективным и полностью меняется. Так произошло и у Лизы. Ей назначили высокодозный ифосфамид, 2 блока терапии, затем контрольное обследование. Пока шла химиотерапия, врачи решили, что необходимо оперативное вмешательство – удаление патологического очага из легкого. После 2 блоков химии Лиза с мамой поехали в центр Рогачева. Операция была назначена на 19 октября 2023 года. Она прошла успешно. Лизе удалили не только очаг, но и прилегающие ткани. Так положено, чтобы снизить риск рецидива. Параллельно началась лучевая терапия, облучение обоих легких. Время шло. В Москву пришла зима. Лиза прошла 2 блока лечения по новому протоколу. Закончили лучевую терапию, и пришло время контрольных исследований. Сначала сделали КТ ноги. Врач случайно отсканировал сразу обе. Результат был шокирующим. В левой ноге новый очаг. Но это еще не все. На КТ легких были обнаружены множественные очаги. Множественные. Врачи собрались на консилиум. В центре Рогачева он называется костной группой. В него входят профессора, доктора медицинских наук, онкологи с огромным опытом. Лиза с мамой ждали их решения сутки. Перед тем, как нас выписали из больницы с очагами в легких и в ноге, у нашей бабушки сгорел дом. Сгорел он дотла, и узнала я об этом в тот самый момент, когда Лизе делали сцинтиграфию. Она лежала в аппарате, я, как обычно, прочитала молитву, перекрестила ее, она начала ехать в аппарат, и у меня зазвонил телефон. Это звонила средняя дочь, Ева. Я иногда, когда такие обследования, могла трубку не взять, но в этот момент сердце подсказало, что надо трубку взять. Я ответила, и по видеосвязи увидела, как дети сидят в машине, а на заднем плане черный дым, дом горит, и бабушка стоит в одной футболке на пороге и просто... Хоть я рядом в тот момент и не была, но у меня еще 2 недели в носу стоял запах гари. Вот честно, это даже не передать.
После этого мы получили результаты исследований, и оказалось, что у Лизы множественные метастазы в легких. А после этого нам назначили Кипр. Фонд «Радуга» на Кипре позвонил Российский благотворительный фонд, который попросил экстренно принять семью Лизы. Когда мы прилетели на остров, я не знала, как жить дальше и что делать. Очаги в легких, в ноге, сгоревший дом. Отдых, думали мы, когда летели на Кипр. Вилла, море. Такие были мысли. А когда улетали, мы твердили: люди, эмоции и смысл. Сначала было трудно расслабиться и тяжеловато физически из-за разницы во времени и разного климата. Дети-то, конечно, быстро включились в процесс. Мы встречались с разными волонтерами, знакомились с новыми людьми, и у каждого была своя история. Мне было интересно с ними общаться, узнавать от них что-то новое, их историю о том, как они перебрались на Кипр, как они здесь живут. У нас-то была одна история, и уже всем известная, а у них много, и они были разные. Лиза обнималась с каждым добрым человеком, благодарила всех за помощь, за эту возможность посетить этот прекрасный остров, а я просто не могла поверить, что мы здесь сейчас находимся на Кипре. За годы пребывания в больнице и нахождения в определенном круге общения было очень удивительно оказаться в совершенно другой обстановке. Семью Лизы словно вырвали из этого больничного бытия, вдохнули жизнь, энергию, правильные мысли, веру, надежду. 14 дней общения, любви, молитв, открытий, потрясений, заботы и внимания. Трудно было представить, насколько эта поездка будет значимой в жизни этой семьи. Мила – настоящий генератор. Если на этом чудесном острове есть свет 24/7, то это благодаря ее неиссякаемой энергии, любви к жизни, любви к окружающим, ее любви творить и ее доброте. У нее очень сильная, добрая душа и сердце. Наташа – это моя любовь с первого взгляда. Наташа – это разум и здравый смысл. Она умело собирает все эмоции и чувства воедино, систематизирует, раскладывает их по полочкам и точно знает, как их заставить стать собственными друзьями. Вот у меня есть еще такая теория, что лошади тоже помогают лечить рак. Я бы хотела сотрудничать с правительством, со спонсорами, чтобы открыть такой центр, чтобы лошади помогали людям. Юля показала мне, насколько важно находиться в гармонии с собой. Она могла сразу определить, тревожный ты человек или нет. А еще у нее есть друзья, которые помогают ей в этом. Это лошади. Лошади очень хорошо разбираются в людях и идут на контакт с человеком, у которого в голове каша, как это было у меня. А вот к Лизе они сразу все потянулись. Не перестаю восхищаться своей девочкой, какая же она уникальная. А кто мог бы наглядно показать, что в этой жизни возможно все? Кто, прикоснувшись к любой творческой теме, сразу воплощал ее в жизнь? Кто научил видеть возможности, а не оправдания? Кто идет по жизни, смеясь? Кого в детстве уронили в чан с огромной любовью к творчеству и неисчерпаемой фантазией? Это же, конечно, Марианна. Я всегда думала, что я живу в болоте, на севере, в каком-то ужасе, и не раз Миле проговаривала о том, что я хочу переехать, хочу изменить что-то в своей жизни. И она мне всегда говорила о том, что нужно начинать с себя. Нужно менять себя, и я изменила себя. Я увидела действительно, что болото было у меня внутри, а не снаружи. Совсем по-другому посмотрела на то место, где я живу, и жить стало намного проще. И я ехала домой с полным пониманием того, что все, что происходит в твоей жизни, нужно просто принять. Не сопротивляться, не отталкивать, не отвергать, а просто принять душой все, что происходит. И жизнь будет совсем другая. В практике врача детского онколога каждый день, каждый пациент, какое-то и достижение – это уже чудо для нас. Ну и история Лизы является подтверждением, что чудеса случаются. То, что произошло и происходит по сей день, никак не могу назвать по-другому, кроме как чудо Господне. Когда мы были в прошлом году на Кипре, Инесса пригласила нас посетить храм. Мы сначала
запланировали эту поездку под конец. Вот. А потом почему-то, каким-то странным образом, мы решили ее отменить. Инесса нам записала голосовое сообщение, что так делать не надо, что нужно все-таки в храм сходить, что остров святой, и здесь очень много святых мест, икон. И мы в последний момент изменили свои планы, собрались и поехали к этой иконе. Когда мы подошли, сначала молилась Лиза, потом уже мы за ней стали молиться, и Инесса мне сказала: тебе нужно попросить вот о чем ты хочешь, но и пообещать что-то взамен. Отказаться от чего-то, ну вот что-то сделать, пожертвовать чем-то, да, дать обет. Я так и сделала, как она говорила. И мы все вместе молились, стояли на коленях в этом храме, вот, а потом мы уехали домой. Сразу по прилету домой Лизу ждал большой план обследований в окружной больнице Нижневартовска. Первая в очереди была КТ органов грудной клетки. И пока готовились результаты анализов, я думаю, поеду, съезжу в магазин, куплю Лизе каких-то вкусняшек, чем-то ее побалую, порадую, чтобы не так было нервно ждать эти результаты. И по пути я еду, и мне приходит СМС от врача. Я открываю так спокойно, я еще как-то помолилась тоже перед тем, как это открыть сообщение, прочитала молитву, открываю и читаю сообщение, там не выявлено. Я перечитываю, не выявлено. Думаю, ну как, еще раз, не выявлено. Думаю, что-то не то. Я пишу врачу: где наши метастазы? Доктор, в свою очередь, была удивлена и сразу отправилась в отделение рентгенологии, чтобы вместе с другим врачом лично посмотреть результаты исследования. Это был шок для нас, честно говоря. Я просто помню, в каком состоянии депрессивном вот этом лечении, стены больничные давят. Лиза приехала, была до Кипра, и потом, когда вот эти радостные глаза, и мы еще результаты контрольного обследования нас порадовали, что метастазы у нас ушли, и девочка в стабильном состоянии. Я говорю, что случилось? Она говорит, ну их нету, я ходила к рентгенологу, мы крутили эти снимки, вертели и так, и эдак, ну все нету. И вот такое чудо произошло после посещения Кипра. Пациент, который вот после поездки на Кипр, они более заряжены на борьбу, за то, что жизнь продолжается, жить, развиваться, веселиться, как обычные дети. В случае Лизы это человечек-борец. Она изначально даже, когда только заболела, пришла к нам в отделение, тут просто издалека было слышно, как она бежит, борется. Есть дети, которые сразу видно, что они борцы, несмотря на все анализы, что бы ни говорили мы. Порой они нас учат справляться и верить в чудеса. Самое главное для таких людей – это поддержка и забота. Самое важное, происходит духовное преображение его. То есть он эти психологические эмоции, состояния, которые на самом деле давят человека, не могут раздавить, он преображает их в духовное состояние. Например, его болит тело, и он обращается: Господи, дай мне терпение, Господи, укрепи меня, Господи, дай мне силы выдержать это ради Тебя. Ты страдал на кресте ради нас, а вот я хоть малая доля страданий ради своих грехов. Помоги мне выдержать, помоги мне в этом состоянии. И вот, обращаясь к Богу, он чувствует облегчение своих состояний. Но самое важное, он наполняется божественной благодатью. И очень многие, когда видят, даже в современной жизни, особенно врачи, когда видят больных верующих, они удивляются, как у них такое состояние благодатное,
как они в таком состоянии, больны раком, больны там разными страшными болезнями, они думают о других. Человек неверующий, человек, который полный эгоизм и страстям, он в основном думает только о себе, чтобы ему было хорошо, ему было легко, а человек верующий, он имеет любовь к другим. И эта любовь, которая любовь есть Бог, она дает это утешение и облегчение. Потому что Господь не дает человеку испытаний выше его сил. То есть Господь, если попускает какое-то испытание, Он дает и силы ее преодолевать. Но каждое испытание имеет смысл духовный, чтобы человек укрепился. Если он грешный, чтобы очистил свою душу. Если он неверующий, чтобы он обратился. Если он верующий, чтобы он осветился. Я хочу пожелать всем детям, которые сейчас проходят этот нелегкий путь, верить, что есть чудо рядом, и верить в себя. Забегаем на сцену, забегаем!